Добрый день! Как всегда, рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Олеся. Сегодня готовлю сдобные сладкие пирожки. У меня со щавелем и со свежей клубникой. Для приготовления потребуется 200 мл теплого молока, в которое сразу же добавим дрожжи. У меня живые 22 грамма. Если используете сухие, используйте 7 грамм. Перемешаем и оставим дрожжевую болтушку, добавив туда немножечко сахара из общего количества, примерно 1 ложечку, постоять минут 10-15, для того, чтобы дрожжи ожили. Тем временем подготовим сдобную смесь. Возьмем 100 грамм растопленного теплого сливочного масла, не горячего, добавим туда весь оставшийся сахар, общее количество было 75 грамм, ложечку использовали для опары. Добавим туда яйца. И по желанию можно добавить 10 грамм ванильного сахара. Хорошо перемешаем, и дрожжевая смесь готова. Муки потребуется примерно 600 грамм. Нужно ее просеять и добавить в муку чайную ложечку соли. Просеиваю муку не всю сразу, примерно 2/3, для того, чтобы не переборщить. Вливаю активизированные дрожжи с молоком и сдобную смесь. Перемешиваю и начинаю замешивать тесто, подсыпая постепенно муку, которую оставили на замес. Напоминаю, общее количество муки 600 грамм. Возможно, вам потребуется еще щепотка 2 грамм 20-30 при вымешивании. Я сегодня слишком долго вымешивать не буду, просто замешиваю тесто сначала в миске, потом перехожу на рабочую поверхность и тесто подбиваю. Это способствует быстрому развитию клейковины в муке. Тесто становится более такое эластичное, не липнущее к рукам, но в то же время и не забитое мукой. Посмотрите, какое тесто должно в итоге получиться. Мягенькое, живое, легкое. Перекладываю готовое тесто в миску и затягиваю пленкой. Вы можете работать с тестом любым удобным для вас способом. Можете также отбивать, можете повымешивать на рабочей поверхности. Работаем с тестом примерно минут 5-7. Оставляем в теплое место на подъем. Примерно на 1,5 часа. Зависит от температуры. Сейчас лето, жара, возможно, даже быстрее тесто подойдет. Смотрите по температуре у вас дома. Мне потребовалось 1:20, чтобы вот так тесто шикарно подошло. Для начинки, как я уже сказала, я буду использовать щавель. Я его помыла, просушила и нарезала. И свежую клубнику нарезанную. Сахар по вкусу используйте. Я взяла полстакана сахара и добавила туда чайную ложечку кукурузного крахмала. Когда тесто подойдет, нужно его хорошенько обмять и поделить на одинаковые кусочки. Я предпочитаю кусочки отвешивать на весах и отвешиваю каждый кусочек теста по 70 грамм. У меня получается 16 одинаковых кусочков весом по 70 примерно граммов. Потом каждый кусочек нужно подкатать в шарик. Можно это делать вот так на весу. Берем кусочек теста и как бы поджимаем к центру края. И потом в ладонях вот так скатываем шарик. А можно это делать на рабочей поверхности. Посмотрите, ставим ладонь вот в такую вот позицию и тесто поджимаем к центру, переворачиваем. И вот такими вот движениями скатываем шарик. Шарики тогда одинаковые, ровненькие получаются. Дайте шарикам отдохнуть, полежать минут 5-7. Обязательно их прикройте, чтобы тесто не подсыхало. И потом раскатывать начинаем с тех, которые мы сформировали первыми. Берем колобочки теста, подсыпаем рабочую поверхность мукой и раскатываем. Раскатываем и переворачиваем. Посмотрите, та поверхность, по которой мы катали, более гладкая. Она будет верхней стороной пирожка. А та, которая к столу, более неровная, на нее будем выкладывать начинку. Поэтому берем кусочек теста, раскатываем и обязательно его переверните, чтобы пирожки были более гладенькие и более аккуратные. Я раскатала примерно половину кусочков теста. Выкладываю по чайной ложечке неполной сахара, либо это по вкусу абсолютно, можете брать любую сладкую начинку. Я выкладываю неполную чайную ложечку сахара, щавель и формирую обычным стандартным способом пирожки. Главное для сладких пирогов тщательно формируйте края. Тщательно поджимайте край
хорошо защипывайте пирожок, чтобы он не подтекал. Я клубнику не варила. Можете посмотреть, как приготовить начинку с крахмалом, с сахаром, уже ту, которая не будет подтекать. Но мне хотелось сегодня вот просто со свежей клубники пирогов. Даже если она подвытечет при выпечке, ничего страшного для меня в этом нет. Но я стараюсь, конечно, тщательно проработать все края пирожков, чтобы этого не случилось. Готовые пирожки выкладываем на лист, даем им расстойку, обязательно прикройте во время расстойки. У меня постояли буквально минут 15, я уже сказала, что очень тепло дома, поэтому недолго, 15-20 минут, и пироги подошли. Смазываю их взбитым желтком, в который добавила пару ложек молока и немножечко соли, маленькую щепотку, чтобы тщательно смесь размешалась. Подошедшие и смазанные пироги выпекаем в хорошо разогретой духовке при 180-190 градусах примерно 25-27 минут. Как всегда я говорю, делайте поправку на вашу духовку. У меня все-таки пару пирожков лопнуло с клубникой, но, как я уже сказала, ничего страшного. Я готовые горячие пирожки смазываю кисточкой с растопленным сливочным маслом, либо можно капельку растительного масла капнуть, они тогда будут мягенькие и глянцевые. Посмотрите, какие хорошенькие пирожки получаются. Тесто сдобное, воздушное, пушистое. Если отрывать небольшие кусочки, оно слоится. Очень вкусное, универсальное тесто на сладкие пироги. Посмотрите, какой пирожок получается на разломе. Это со щавелем у меня в данном случае попался. Хорошо пропеченные, воздушные, очень ароматные и вкусные. Готовьте с удовольствием. Огромная тарелка пирогов. Можно звать всех к чаю. Приготовьте, попробуйте. Можете использовать любую фруктовую, ягодную начинку. Сейчас лето, много самых разных ягод. Готовьте с черникой, с малиной, со щавелем, с клубникой, с вишней, с любыми ягодами и фруктами. Вкусных всем пирогов! А мы с вами скоро увидимся в следующем видео. Поддержите меня пальцем вверх. Всем пока!